Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный шоколадный торт Прага по классическому рецепту. Он очень прост в приготовлении, и я уверена, что такой торт понравится абсолютно каждому. Начинаем с приготовления бисквита. Нам понадобится 6 яиц, 35 граммов какао, 40 граммов растопленного сливочного масла, 10 грамм ванильного сахара, 150 граммов обычного сахара, 115 граммов муки и щепотка соли. За кадром я уже отделила белки от желтков. К белкам сразу добавляем щепотку соли, ванильный сахар и начинаем взбивать миксером на высокой скорости до такой хорошей мыльной пены. Затем, продолжая взбивать, постепенно начинаем добавлять примерно половину от общей массы обычного сахара. И продолжаем взбивать дальше до устойчивых пиков. Время взбивания примерно 5-7 минут. Это зависит от мощности вашего миксера. В итоге у вас должны получиться вот такие пышные и глянцевые белки. Убираем белки пока в сторону и начинаем взбивать желтки. По времени их нужно взбивать так же, как и белки, примерно 5-7 минут. Они должны хорошо увеличиться в объеме и посветлеть. Продолжая взбивать, постепенно добавляем оставшийся сахар. Сразу весь сахар добавлять я не советую, иначе он у вас полностью не растворится и в бисквите останутся крупинки сахара. И вот такая светлая и пышная масса у вас должна получиться в итоге. Миксер пока можно убирать в сторону, здесь он нам больше не понадобится. Дальше будем замешивать тесто уже лопаткой. Дальше взбитые желтки добавляем к белкам и аккуратными движениями снизу вверх начинаем перемешивать до однородности. И вот такая пышная масса получается в итоге. Долго вымешивать не надо. Как только белки с желтками объединились, сразу же останавливаемся. Теперь сюда нужно просеять сухие ингредиенты. Отдельно смешиваю муку с какао и начинаю просеивать. Я добавляю все сразу, так как в принципе сухих ингредиентов здесь немного. Если вы боитесь, то можете просеивать постепенно. Сначала просеять половину, хорошо перемешать и просеивать вторую половину. И такими же аккуратными движениями снизу вверх начинаем перемешивать до однородности. Сразу скажу, что я перепробовала много вариантов бисквита для торта Прага, но в итоге остановилась именно на этом рецепте. Для меня он самый простой в приготовлении и, что самое главное, максимально похож на вкус того самого классического торта. В самом конце добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. Его ни в коем случае нельзя добавлять горячим, поэтому как только растопили, даем ему немного остыть до комнатной температуры и только потом добавляем в общую массу. Такое тесто долго ждать не может, поэтому к этому времени у вас уже должна быть разогрета духовка до 170 градусов. Итак, тесто у нас готово, переходим к выпечке. Чтобы бисквит получился ровным и без обрезков, я буду выпекать его сразу в двух формах, каждая диаметром по 20 см. Если у вас нету двух форм, ничего страшного, можно выпекать и в одной, только учитывайте пару моментов. Во-первых, время выпечки будет дольше, примерно 30-35 минут, и второй момент, что сверху может образоваться шапочка. Это не страшно. Просто после того, как бисквит остынет, ее нужно будет аккуратно срезать, чтобы выровнять корж. Духовка у меня уже разогрета до 170 градусов. Отправляю выпекаться бисквит. В моей духовке он выпекается 20 минут. Бисквиты готовы. Готовность обязательно проверяем зубочисткой. Она должна оставаться чистой и сухой. Даем им немного постоять в формах, минут 10-15, затем аккуратно вырезаем из формы и перекладываем на решетку. Так они остынут равномерно со всех сторон. После полного остывания их нужно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на 2 часа, а можно оставить их там на ночь. Обычно я готовлю все накануне и собираю тортик уже на следующий день. За это время приготовим крем. Для крема нам понадобится 400 граммов сливочного масла. Оно должно быть комнатной температуры, поэтому заранее достаем его из холодильника.
Также нам понадобится 240 граммов сгущенки, 2 желтка, 30 граммов какао, 50 миллилитров воды и по желанию в крем можно добавить 1 столовую ложку рома или можно его заменить на пару капель ароматизатора аром. Берем сотейник, вливаем воду, желтки и хорошо все перемешиваем. Сюда же добавляем сгущенку и ставим на средний огонь. Здесь уже далеко не уходим. Постоянно помешивая, варим до первых признаков загустения. Долго здесь уваривать ничего не нужно. Как только масса начала густеть, сразу же снимаем с огня. Перекладываем в другую емкость и даем остыть до комнатной температуры. По желанию на данном этапе можно добавить немного ванильного сахара. Я ванильный сахар не добавляю, так как для аромата потом я буду добавлять алкоголь. И обязательно накрываем пищевой пленкой, чтобы у нас ничего не заветрилось. Также тортик нужно будет хорошо пропитать. Сироп для пропитки готовится очень просто. В сотейнике смешиваем 100 мл воды и 100 граммов сахара. Доводим до кипения, снимаем с огня и даем остыть до комнатной температуры. Традиционно в пропитку тоже добавляется алкоголь. Я его буду добавлять уже после остывания сиропа. Вы можете добавить его в процессе варки, чтобы весь алкоголь выпарился и остался только аромат. Основа из желтков и сгущенки уже остыла до комнатной температуры и можно завершить приготовление крема. Теплое сливочное масло начинаем взбивать миксером на высокой скорости до светлого и пышного состояния. Это займет примерно 5-7 минут. И вот такая светлая, почти белая масса должна получиться. Дальше постепенно начинаем добавлять основу по 1-2 столовые ложки и взбиваем миксером. Долго взбивать не нужно. Как только вмешалась первая порция, сразу же добавляем следующую. И вот здесь важно помнить, что масло и основа должны быть одинаковой комнатной температуры. Если масло будет холодным или основа будет теплой, то крем может расслоиться и исправить его будет уже очень сложно. Когда основа уже вмешалась, добавляем какао. Я всегда советую его просеивать, чтобы в креме не было комочков и он получился гладким. Добавляем какао и снова взбиваем все миксером до однородности. В самом конце для аромата я добавляю немного рома. Напомню, что если вы не хотите использовать алкоголь, то его можно заменить на пару капель ароматизатора или ванильной эссенции. Если все сделали правильно, то в итоге у вас получится вот такой красивый и однородный крем. Ну что, в принципе, для сборки торта у нас почти все готово, поэтому достаем бисквиты из холодильника. И теперь каждый бисквит нужно аккуратно разрезать вдоль, чтобы получилось 2 тонких пласта. В итоге получается 4 слоя, как и в классической праге. Мне удобнее делать это большим ножом для хлеба с зубчиками, но также его можно разрезать и струной или обычной ниткой. Приступаем к сборке торта. Берем первый бисквитный корж, кладем его на блюдо или на подложку и хорошо пропитываем сиропом. Сироп не жалейте, чтобы готовый торт у вас получился по-настоящему сочным и влажным. Дальше выкладываем примерно треть крема и равномерно его распределяем. Сверху кладем следующий бисквит, немного его прижимаем, обильно пропитываем сиропом и выкладываем крем. Как видите, в сборке торта нет ничего сложного. После того, как положили последний корж, не забываем его также пропитывать сиропом и затем подравниваем бока торта, чтобы распределить крем и немного подровнять. Следующий шаг – нужно смазать торт джемом. В классическом варианте используется абрикосовый, но у меня он закончился, поэтому я взяла сливовый, он с легкой кислинкой, которая отлично компенсирует сладость самого торта, и получится очень интересный вкус. Тонким слоем покрываем всю поверхность торта. Я же все-таки советую брать именно абрикосовый джем, так вкус торта получается максимально похожим на тот самый классический вариант.
После этого торт необходимо убрать в холодильник на 20-30 минут, чтобы и крем, и слой джема слегка схватились, и дальше с ним было удобнее работать. Пока торт отдыхает в холодильнике, приготовим шоколадную глазурь. Готовится она очень легко. Нам понадобится 100 граммов темного шоколада и 100 граммов сливочного масла. Перекладываем масло к шоколаду и растапливаем в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешиваем. Вот такая однородная и гладкая глазурь должна получиться. Сейчас она еще жидкая, но по мере остывания она начнет густеть. Покрывать торт можно и такой жидкой глазурью, так как торт у нас из холодильника, глазурь быстро схватится. Но лично мне удобнее покрывать торт более густой глазурью, поэтому я даю ей еще немного времени, чтобы остыть. Достаем торт из холодильника и ставим его на решетку. Чтобы не вымазывать стол, я застелила досочку пергаментом и сверху поставила решетку, чтобы когда глазурь будет стекать, она стекала на пергамент. Смотрите, глазурь у меня как раз остыла, и по консистенции она стала похожа на такую 15% сметану. Так она не стечет и плотно ляжет на торт. Выливаем глазурь наверх торта и быстренько палеткой распределяем ее по бокам. Я оставила примерно 1 столовую ложку глазури и буду использовать ее для украшения. Переложила ее в кондитерский мешок, подогрела в микроволновке буквально пару секунд, чтобы она стала жидкой, и свободными круговыми движениями делаю вот такой шоколадный рисунок. Можно оставить немного шоколадного крема и украсить торт им. Тут уже, конечно, на ваше усмотрение. Теперь торт нужно поставить в холодильник на 10-15 минут, чтобы глазурь окончательно схватилась. В холодильник я ставлю его на решетке и уже потом переношу торт обратно на подложку. Сейчас я покажу, как торт выглядит в разрезе. Сразу после холодильника он очень легко и ровно разрезается. Смотрите, какой он получился внутри шоколадный и аппетитный. Такой торт я люблю кушать охлажденным, когда крем еще такой плотненький. Но если вы любите, чтобы торт был мягким, дайте ему постоять при комнатной температуре минут 30. Во вкусе очень хорошо чувствуется шоколад, сливочный крем и приятная кислинка от джема. Получается очень сбалансированно и вкусно. Если в вашей семье любят шоколадные десерты, такой торт они точно оценят. Я очень советую его приготовить, особенно если вы никогда не пробовали классическую Прагу. Как вы уже убедились, готовится он несложно. Если мой рецепт был для вас полезен, то обязательно сохраните его и поделитесь с друзьями. А также я буду очень благодарна, если в комментариях вы напишите свое мнение об этом видео. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!